Она умерла в несуществующую дату, 31 февраля. Такой даты вообще никогда официально не существовало. Скажите, пожалуйста, почему у вас на могиле указана несуществующая дата смерти 31 февраля? Мы занимаемся феноменом ЭГФ уже больше 5 лет. Прибор, через который мы пишем ЭГФ, мы собрали сами. Вы знаете, те ответы, которые мы получаем, они схожи с действительностью. Скажите, на данном погосте, где вы похоронены, есть неупокоенные души? Канал Табу Искатели Паранормального представляет. Всем привет, друзья! С вами канал Табу Искатели Паранормального. И сегодня мы приехали на кладбище, очень древнее кладбище города Курска. И здесь есть очень странная могила. Даже две могилы, но одной семьи. Здесь снимал в свое время один популярный блогер по поводу этой могилы. В общем, женщина умерла в несуществующую дату. Сейчас вы увидите кадры с ее могилы, с ее надгробия. Есть несколько предположений, почему там несуществующая дата. Первое, это то, что люди раньше не знали точную дату смерти и писали выдуманные. Есть такое предположение, что она специально попросила. Но есть еще и мистические какие-то предположения по поводу этого. Но тот блогер, который снимал здесь, он упустил один такой момент, то что рядом похоронен ее сын. И он умер в 27 лет, в 1827 году, цифра 27, 27 числа 27 года в 27 лет. Это тоже очень странное совпадение, цифра 27. Человек, так скажем, вошел в клуб 27. Но его мама, Гладкова, она умерла в несуществующую дату, 31 февраля. Такой даты вообще никогда официально не существовало. Сегодня мы попробуем связаться через ЭГФ с ней, с ее сыном и задать им интересующие вопросы по поводу того, почему у них такие даты, были какие-то совпадения или это мистика. Если же вы впервые на нашем канале, мы хотим вам сказать о том, что мы занимаемся феноменом ЭГФ уже больше 5 лет. Прибор, через который мы пишем ЭГФ, мы собрали сами. Вы знаете, те ответы, которые мы получаем, они схожи с действительностью. Мы часто удивляемся тому, какие бывают ответы. Обязательно, друзья, пишите свои комментарии по поводу всего этого. Возможно, вы знаете, почему людей хоронили в несуществующую дату, потому что это довольно-таки редкое такое, так скажем, явление, когда людей хоронили в несуществующую дату. Но через феномен электронного голоса мы хотим все-таки выяснить. Интересно, какие будут ответы. Если вам понравилась данная серия, обязательно ставьте лайк. Мы будем искать для вас новые интересные темы. Да, друзья, подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, подписывайтесь на Настину группу ВКонтакте «Око Ведьмы». Все ссылочки в описании. Мы всех ждем и ждем вашей поддержки. Итак, друзья, сейчас будем писать сеанс ЭГФ. Предупреждаю сразу, многие просто не понимают. Все ответы замедляются специально для того, чтобы вы могли правильно распознать ответы. Поэтому все ответы, которые будут, они будут замедлены. Итак, сейчас мы попробуем связаться с Анной Федоровной Гладковой. Мы здесь рядышком сидим. Мы зададим интересные вопросы по поводу ее могилы. Также, кстати говоря, я хочу сказать о том, что многие спрашивали про голос, который звучит через Вандербокс. Не имеет значения абсолютно, какой голос идет из Вандербокса. Самое важное, то есть этот голос может не принадлежать реальному человеку, который существовал, потому что у духа нет голосовых связок. Самое важное в этом процессе – это то, что есть носитель, который может воспроизвести тот или иной голос. Для духа
важен носитель. За счет этого носителя он может передавать какие-то послания. Поэтому голос может и не соответствовать. Самое важное, что этот голос есть. Сейчас мы начнем задавать вопросы и посмотрим, что будет. Так, мы зажигаем свечку. Итак, скажите, пожалуйста, мы можем связаться с Анной Федоровной Гладковой? Нам могут помочь? Вы можете нам ее позвать? Она может выйти с нами на связь? Наши духи-помощники, вы можете ее позвать сейчас? Ее что-то там. Скажите еще раз. Да. Так. Анна Федоровна, вы здесь? Ого. Вот это ответ был «да». Так. Вы сейчас рядом с нами? Рядом всегда. Так. Мы приходили к вам на могилу. Вы видели нас? Вы видели нас? Успеешь, все, я сейчас услышу. Так, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, почему у вас на могиле указана несуществующая дата смерти 31 февраля? Еще раз скажите, пожалуйста. Всех просто удивляет ваша дата смерти. Что про сына. Говорят, что вы еще при жизни захотели эту дату указать. Это так? Надо разбирать. Связана ли ваша дата смерти с мистикой? Связана ли с мистикой ваша дата смерти? Наверное. То ли наверное, то ли нет. 9. Говорят, что за счет данной даты в свое время вашу могилу не тронули и не снесли памятник. Это данная дата повлияла на это? Эта дата повлияла? Не знаю. По-моему, было. То ли не знаю, то ли не всегда. Давай следующий. Вы были очень богаты и много помогали. Вам это зачлось на том свете?
То ли абсолютно, то да, все, что-то там. Так, скажите еще раз. Так, ладно. Скажите, пожалуйста, вам правда вручал золотую медаль Николай II? Верно. Скажите еще раз. Да, было. Давай следующий. Вы овдовели довольно в молодом возрасте. Вы встретили своего мужа Петра на том свете? Вы встретили мужа своего? Да. Рядом с вами похоронен ваш сын? Еще раз скажите, пожалуйста. Как так получилось, что он умер 27 числа в 27 году в 27 лет? Еще раз скажите, пожалуйста. Не знаю. Это случайность? Скажите, а в этих числах есть какая-то тайна? Это случайность? Да. К вам с сыном часто приходят люди на могилу? Еще раз скажите. Важно ли душе, чтобы о них помнили и приходили к ним? Продлить путь. Скажите еще раз. Скажите, на данном погосте, где вы похоронены, есть неупокоенные души? Да, везде, по-моему. А их много? Вы родились 245 лет назад. Вы рады, что о вас до сих пор говорят? Скажите еще раз. Цветов нет. У нее на могиле не было цветов, а у сына были. Угу. Вам принести на могилу цветов? Был сейчас какой-то вот сигнал Ага. идет. Странно. Угу. Интересно.
А цветы важны? Нет. То есть вы хотите просто внимания? А что, если попробовать другим методом записать еще? Давай попробуем. Зададим вот основные вопросы. Вы с нами еще поговорите сегодня через другой метод ЭГФ? Навряд ли или наверное. Наверное, и что-то еще было. Вы сейчас с нами? Так, нужно разбирать. Ладненько, сейчас мы не отключаемся. Анна Федоровна Гладкова, почему у вас на могиле несуществующая дата смерти 31 февраля? Связана ли ваша дата смерти как-то с мистикой? Тут Настя. Скажите, важно ли для души угощение, которое приносят люди им на могилу? Был ответ уважение. Скажите, пожалуйста, нам вернуться на вашу могилу, принести вам какие-то угощения и цветы? Да. Там опять какие-то стуки сейчас были. Жесткие стуки были сейчас. Несколько раз вот так. На кухне? Да. Так, ребят, у нас опять происходит какая-то жесть дома. Я думаю, камера записала, я сейчас не слышу из-за шума. Короче, Анна Федоровна Гладкова хочет, чтобы мы к ней вернулись с цветами и с какими-то угощениями. Давай зададим вопрос еще такой по поводу ее сына. Хочет ли ее сын что-нибудь передать нам? Да, Анна Федоровна Гладкова или ее сын, вы можете нам что-то передать? Анна Федоровна Гладкова и все духи-помощники, с которыми мы связывались, мы отпускаем вас. Спасибо вам за общение. Друзья, если же вы досмотрели это видео до конца, огромнейшее вам спасибо. Делитесь нашими роликами, подписывайтесь везде на нас. Ваша поддержка очень важна для нас. Каждый ваш лайк, каждый ваш комментарий, каждый ваш репост помогает нам двигаться вперед. Ну а мы продолжим снимать для вас интересные ролики. Мы прощаемся с вами, но ненадолго. Всем пока.